Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз, неожиданности и сюрпризы. Цыганский старинный пасьянс. Что же будет дальше? Следом за вот этими неожиданностями и сюрпризами февраля 2025 года. К чему все идет? Или с чем мы столкнемся после этих неожиданностей? И кто знает, наша жизнь не бывает полностью предсказуема. И что-то начинается, ну так себе, или шатка, ни валка, а в последующем перед нами открывает новые возможности. Но давайте на картах пасьянса мы выполним прогноз, что случится как неожиданность, или с чем вы можете столкнуться, из разряда того, чего вы не ждете, и что это для вас может в дальнейшем означать. Может быть, что пытается войти в нашу жизнь, а мы где-то мешкаем или раздумываем, или не принимаем какую-то реальность. Так ведь тоже может быть. На что-то не решаемся, к примеру. А здесь, как пространство Вселенной, нас подводит к какому-то итогу. И это я тоже допускаю. Итак, февраль. Неожиданности и сюрпризы. С чем это может быть связано? Вот есть какая-то цепи, сердечная тяжесть. Это не есть что-то конкретное, это наше восприятие. Что-то может вам не нравиться. Или какой-то вопрос все никак не согласовывается, и вы уже сомневаетесь, а зачем нужно было этим заниматься? Не переложишь это значение на какую-то конкретику. Это именно ваше внутреннее состояние. Поэтому для кого-то может означать начало февраля. Вот тот период, когда непонятно, в какую сторону это идет, и непонятно, чем это закончится. И у каждого в своей сфере жизни. К примеру, вы начали сомневаться в каком-то человеке, если это касается личной жизни. Или человек как-то не очень активно себя проявляет, не сказал ни да, ни нет. Или двойственные отношения, как качелеобразные мы говорим, да. То один день хорошо, и вроде бы мы и общаемся, встречаемся, может быть так, а потом идет какая-то пауза, и вообще непонятно, как к этому относиться. Или по работе тоже что-то пообещали, а потом тишина какая-то. Тем не менее, не сомневайтесь. У вас выпадает солнце, которое приходит на смену сердечной тяжести. Как-то так. Смотрим дальше. Когда солнце выпадает, это один из символов, знаете, как нашего эго, с одной стороны. С другой стороны, солнце – это радость, успех, это решение какого-то важного вопроса или наболевшей проблемы, или сама по себе возможность решить этот вопрос. Может быть и так, но будьте внимательны. Здесь не о том, что мы расслабились и чего-то ждем. Здесь придется прикладывать усилия и быть очень внимательным, потому что выпадает маска. Вы можете столкнуться с чьей-то игрой, или вы можете думать, что со мной кто-то играет. Поэтому я могу сказать так. Выпадает солнце, правда. Какая-то радость у вас, мои дорогие весы, в феврале однозначно будет. Может быть, это не будет где-то связано с вашей даже, ну, или усталостью, или вашим восприятием, или вот этой сердечной тяжестью. Но пусть это в другой какой-то сфере жизни победа, но она, видимо, вас так вдохновит, что вы можете изменить ракурс своего направления, чем вы будете теперь заниматься или чему вы отдадите предпочтение. Но нужно быть прозорливому и внимательному. Когда выпадает маска, да, это чья-то игра, действительно может быть. Но для вас тогда, может быть, это даже та игра, которая не по вашим правилам. Но, тем не менее, вам нужно как-то в ней или приходится участвовать и держать руку на пульсе. Давайте мы раскроем дальше, о чем нам скажут карты. Не всегда все идет по нашему плану. Или, я бы сказала, чаще всего редко. Вы можете столкнуться, вот это может быть как противостояние, противодействие, но вы можете еще столкнуться с обстоятельствами, колокол совпадает. И колокол – это всегда неожиданность сама по себе. Больше это касается информационного порядка, как новость какая-то, и мы это не можем изменить, мы на это не можем повлиять. Но для вас ваше солнце придется отстроить словно в других условиях. Может быть, с некоторыми нюансами, когда вы кому-то можете не верить или ожидать подвоха от конкретного человека. А тем не менее, солнце нужно сохранять. Вам нужно будет сохранять свои позиции. Да, у вас что-то получится осуществить.
Но это не значит, что после этого идет, ну, как расслабление, пауза, какая-то рефлексия. Нет. Здесь нужно быть, ну, где-то на стреме. Вот есть такое выражение. Ну, его лучше и не скажешь, потому что на кону ваша победа. И даже если, ну, знаете, как что-то переворачивается в вашей жизни с ног на голову, то для вас через какой-то минус может получиться победа. Очень значимый плюс. Причем та победа, которая вас ведет к радости. Вот буквально так. Венок. Это и радость, ну, тут у каждого по-своему. Это может быть и радостное известие, или это может быть радость, посмотрите, открытый путь. Вы действительно решаете какую-то задачу, проблему, вопрос. Дело какое-то у вас будет продвигаться. И даже я могу предположить, что в несколько ином контексте. Вам придется себя или свои планы корректировать. Но, может быть, и буквально себя. Рассмотреть тот вариант, который прежде вы не рассматривали. И это сделать будет совершенно необходимо, чтобы вот эта победа, она пришла в вашу жизнь. Вам придется над собой, может быть, делать усилия, мои дорогие весы. И при этом, ну, где-то слушать свою интуицию. Или даже если вы столкнетесь, к примеру, маска. Это иногда проходят люди, которые нам льстят. Но не расслабляйся, нам об этом тоже ведь говорит карта. И не всегда то, что человек транслирует, это есть на самом деле. Доверяйте самим себе. Используйте любую возможность, и тогда для вас даже какой-то минус, нам об этом сказали, открывает как и путь, приносит победу, и в целом это какая-то радость. Хотя начинаться может что-то или в центре где-то событий февраля, потому что если мы разложим по рядам, ну, как соответствие по неделям, где-то так теоретически понятно, в середине месяца, вот может быть какой-то внезапный переломный момент, который для вас как раз альтернативную возможность и откроет. Давайте мы узнаем на карте Таро. Неожиданности. С чем это связано? Может быть, это сфера жизни или как ваше восприятие. Неожиданности. Вы знаете, вам придется делать выбор. С одной стороны, здесь может проиграться как какой-то путь предложения дороги. Это могут быть просто какое-то предложение или ваш внутренний инсайт, когда мы должны действовать. И быть легки на подъем. Вот именно легкость на подъем проходит по этой карте, когда мы перед собой не ставим каких-то табу. К нам приходит новый опыт, и через опыт мы отстраиваем свою жизнь. Причем этих опытов может быть много. К примеру, вы задумали, как мне монетизировать ваше творчество, допустим, да, такой вопрос. Тогда пробуй разные варианты, нам говорят. Пробуй аккуратно одно, второе, третье. И карта, кстати, вот именно в этой колоде говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. Тут ценен именно сам опыт или какие-то шаги, или предпринятые действия. Именно через действия мы понимаем, работает эта схема или нет. Вот вам нужно убедиться, какая схема работает. Или буквально, какой ваш план жизнеспособен, а какой нет. Поэтому для кого-то из вас, у нас, кстати, два корабля на заднем плане, один из символов Меркурия, и здесь могут означать как перемены. И перемены, когда вы сами на пороге перемен. И у нас уже показан жонглер, поэтому жонглер это вам придется какими-то обстоятельствами жонглировать. Или какими-то своими возможностями, рассматривать разные варианты. И для кого-то это к переменам идет, или в последующем открывает какие-то новые возможности. Но с другой стороны, это еще и может говорить карта, у тебя будет вообще в феврале некогда скучать. Потому что это работа с большим объемом информации, это работа с большим объемом количеством, точнее, людей, это сам по себе как увеличение социума, увеличение ваших возможностей. Но пока мы еще не видим, что же будет следовать дальше. Вот неожиданности могут приходить те варианты, которые даже просчитать невозможно. Тогда нам карта будет говорить, а ты попробуй, и ты определишься. Главное не отказаться по этой карте, понимаете? Ну, неожиданности... Что же будет дальше? И именно в этой колоде
карт принц кубков – это искатель Грааля, мои дорогие. И хоть часто в остальных колодах нам говорят о личной жизни, о подарках, о признании в любви, но в этой колоде Таро иллюминатов, обратите внимание, тут, кстати, цвета имеют большое значение. Холодная карта – это духовная карта, духовного роста. Конечно, у кого-то будет проигрываться как личная жизнь, но личная жизнь, я тогда больше вижу те отношения, которые с позиции духовности. Это когда двоих соединяют искренность, мои дорогие весы. Или когда вы понимаете с кем-то друг друга без слов. Или вы преследуете одну цель. Общее дело. То есть это партнерские отношения могут проходить. Вы можете встретить партнера. Или продолжатся какие-то партнерские отношения, когда не совсем про любовь. А двоих людей соединяет еще какое-то, ну, как намерение, когда это интересно и вам, и какому-то другому человеку. Вы вдвоем как искатели Грааля. Вот для кого-то духовный путь, если мы говорим духовный путь, ну, это может подразумеваться вообще какой-то интерес, когда он не только ваш, а еще чей-то. Но здесь могут быть и какие-то предложения, вот это правда. Но часто эта карта говорит о том, что ты вдохновись, пока не строй грандиозных планов на будущее. Что-то будет меняться. Предыдущая карта тоже об этом. Пробуй. Неожиданности. Старший аркан отшельник. И все то, что я сказала по этим картам, аркан дополняет и говорит, что тебе придется какой-то путь пройти в одиночку. Будь то это какое-то ваше дело задуманное, вот как раз духовность. И путь отшельника – это тоже путь, ну, где-то одиночки, но это тот какой-то высокодуховный, может быть, проект. Или то, что вы хотите осуществить, может быть, даже рост вашей популярности, потому что отшельник – это философ, это мудрец. Это к вам могут обращаться за тем, чтобы решить какой-то вопрос или получить от вас дельный совет. Но если мы говорим о духовности, а вы имеете свои конкретные планы, мои дорогие весы, как переложить эти две карты на нашу земную жизнь. К примеру, вы задумали получить должность, да? Или вы задумали делать карьеру. Вы задумали осуществить, ну, какое-то свое дело именно с позиции того, что интересно вам. Тогда для того, чтобы получить согласование или для того, чтобы быть успешным, нужно подавать ваш проект, что это будет полезно людям. Не вам лично, не с позиции «это выгодно». Две карты ни разу не про деньги, а именно больше с позиции той, когда это имеет какой-то очень высокий смысл. И тогда любой свой проект, даже который касается денег, он у вас будет продвигаться вперед. Иными словами, здесь еще и, если мы учитываем двойку пентаклей, не совсем начало февраля будет означать, как важное приходит через материализм, а именно через вашу идею, через какой-то высший смысл. Но я должна сказать, когда выпадает карта отшельника, я ее очень люблю. Это я вам искренне говорю, потому что никогда никто не мешает. И то, что вы себе задумали, вы можете как раз осуществить. Но план где-то нужно держать в тайне. Не рассказывайте о своих намерениях. Здесь буквально молчание вас бережет. И, безусловно, слушайте интуицию. Всегда отшельник идет с фонарем. И по преданию этот фонарь включается ровно тогда, когда необходимо. Вам ваше шестое чувство будет давать правильные подсказки. Давайте раскроем эти значения, если мы говорим, а что же будет дальше. Во что это выльется? Что за этим последует? Вот это двойка пентаклей. Что будет потом? К чему это все идет? А вот какой-то проект у вас обрисуется или примет более четкие очертания, когда вы будете понимать свои последующие шаги. Обратите внимание, в этой колоде идет наша принцесса Пентаклей, держит торжественно один пентакль, но еще выше она подняла пучок колосьев. Это не что иное, как прообраз нашего опыта. Есть какой-то ваш опыт уже, который вам приносит плоды.
Но это не просто, когда мы плоды получили, и все, теперь у нас уже где-то почивание на лаврах. Нет, это когда мы этот опыт подняли выше, чем наша голова, обратите внимание. То есть вот это то, что я говорила по этим двум картам. И переложили это на финансовую платформу или на какую-то финансовую материальную составляющую. И мы еще находимся в начале пути. Но по этой карте мы уже знаем, куда мы идем. Вот какое-то направление, может быть, через этот опыт к вам и приходит как осознание. То, что есть смысл продолжать, а что нет. Что будет дальше? Давайте узнаем по принцу кубков. Что нам раскроют эти карты? Что будет дальше? Будут еще какие-то сомнения. Поэтому, если мы рассматриваем как личная жизнь, я не могу сказать, что все встает на места. Еще какой-то период сомнений, неопределений у вас может быть, как в вашей душе. Или вот эта сердечная тяжесть быстро не уходит. Ну, уже будем реалистами. Но я всегда называю восьмерку мечей карта искаженного восприятия. Тут самому себе на что-то решиться. Потому что мы можем нарисовать себе какого-то мрака, буквально так. Нам художник передает ту картину, которую девушка видит. Но она смотрит вглубь себя, у нее закрыты глаза. По сути, она не видит ничего. Она устроила себе глубокую философию. И ощущение: мне холодно, мне страшно, мне никто не придет на помощь. Вокруг меня словно какой-то мрак или какая-то темнота с пронизывающим ветром. И она нам как будто съеженной такой, да, показана. Ей кажется, и веревка обвела ее тело и сковывает ее движение. А вокруг забор из мечей. Но начнем с самого главного. Закрыты глаза. Открыть глаза, нам говорит карта. Поэтому есть какая-то история, которая должна быть продолжена. Кстати, могут быть и отношения разного рода, партнерские, когда одно именно направление будет вас связывать с конкретным человеком. Но это не значит то, что будут разделены ваши на 100% какие-то взгляды. Или вам, может быть, на каком-то этапе дан человек как по судьбе, чтобы вы что-то сделали для себя очень полезное и доброе. А в последующем, кстати, ваши пути могут разойтись. Вот этот момент я тоже могу предположить одним словом. Не стройте далеко идущие планы. Я говорила по этой карте. И нам карта говорит, тебе сейчас эту возможность надо использовать, а не думать о будущем. Открой глаза. Не упусти какой-то очень важный момент. Искаженного восприятия не должно быть. Что же следует? Мы рассматриваем карту «Отшельник». Здесь тоже какие-то более земные, рациональные позиции. Знаете, я вижу так. Тут действительно что-то происходит, вот как это солнце. С одной стороны, ваши сомнения или вот эта сердечная тяжесть, ну, на какой-то процент будут развеяны. Карта радости. В какой-то сфере вашей жизни получится получить, ну, какой-то хороший бонус или как одержать какую-либо победу. Но потом придут, вот как этот колокол, какие-то еще неожиданности, и вам придется это учитывать. И если отшельник, это мы идем, ну, где-то так в одиночку и в сумерках, такое есть момент, то по королю мечей это уже карта рационального человека. Это где-то ваша карта, это ваша энергия. Может быть, вы будете заниматься потом решением тех вопросов, когда вам придется оформить документы, потому что высокие чиновники идут. Или когда мы обращаемся в какие-то инстанции, мы обращаемся к руководителям. У каждого свой вопрос решения по этой карте проходят люди, которые очень, знаете, продуманные. С одной стороны, имеют рычаги влияния в своих руках, имеют возможности, но и не назовешь душевным человеком. Все же карта, если мы отойдем от вашего знака зодиака, от гороскопа, это конкретика. Причем связь интеллекта и того, что присутствует в нашей жизни. Вот искаженного восприятия не должно быть. Здесь конкретизируются со временем какие-то возможности, и вы будете видеть, видимо, более точно направление своего пути или согласовывать какие-либо вопросы по подписанию документов. Кто-то может обращаться к юристам-адвокатам. И даже если какой-то путь вы начинаете в одиночку, постепенно вот эта темнота, она проясняется. И вы точно знаете, как вам нужно действовать, мои дорогие весы.
Поэтому не упустите какую-то важную возможность, которая к вам приходит совершенно не тем путем, как вы это себе планировали. Я хочу достать еще одну карту. Для кого-то может проигрываться так, что, к примеру, ведь проходят про королю мечей люди в форме. И здесь у каждого по-своему форма бывает разная, кстати. Это может быть и таможня, это могут быть и врачи, это могут быть и люди в погонах, это военные или, может быть, налоговые органы. Но самое разное, пожалуй, палитра. И, может быть, иногда по этой карте проходят люди несговорчивые. Но, значит, тогда карта будет говорить о том, что вам будет, ну, не очень правильным настаивать на своем. Вам придется искать какие-то методы для того, чтобы для себя обустроить тот или иной вопрос, решить его или себя где-то перестраивать. В конечном итоге возможности есть. Или возможности есть у кого-то напрямую, через юристов, адвокатов. Ведь по аркану король мечей мы должны сделать что-то наверняка. Так вот, наверняка узнать о своем состоянии здоровья, к примеру, если вас что-то беспокоит, или решить тот или иной вопрос с позиции закона, и как закон допускает, может быть, есть какие-либо подзаконные акты, и вы не знаете и не видите, если вы не юрист, а обратившись к такому специалисту, здесь, значит, конкретно может проходить человек рациональный, который может вам помочь решить тот или иной вопрос. И если какой-то путь вы начинаете в одиночку, то в последующем есть отношения достаточно добрые, но не замечтаешься в этих отношениях. Но тогда это судьбоносные отношения, когда вам человек дается судьбой для того, чтобы вы для себя, ну, какую-то, может быть, сложную парадигму, которая сложилась в вашей жизни, наконец определили или совершили что-то. И при этом и не замечтаться будет важно, и не отказаться. Может быть, поэтому карта двойка пентаклей. Пробуй, пока не надоест. К чему же все идет? Итоговая карта. Два короля. С учетом аркана отшельник. Приготовьтесь, мои дорогие весы, что вам придется ездить по инстанциям или общаться с людьми, к примеру, которые выше от вас по служебной лестнице или по лестнице иерархии. Не поторопиться с суждением, может быть, и решить какую-то сложную проблему или распутать какой-то гордиев узел, но другими совершенно методами. У вас будет такая возможность. Но есть и тот еще пункт, когда до конца вы что-то не решите, и вам придется находиться в этих энергиях с заходом на март месяц и для себя поставить две цели. Это первое – финансы, и второе – быть дипломатом. Но где-то и по личной жизни это карта любящего человека или карта того, кто нам готов прийти на помощь. Для кого-то из вас вот этот король мечей может проиграться, как вы готовы прийти кому-то из близких на помощь. Но эта карта будет еще и говорить, что близкие также откликаются в отношении вас. У кого-то будет это означать решение личных вопросов. Для кого-то это будет означать решение вопросов по вашему здоровью. Или важных согласований по части недвижимости, переезда. Ну, все то, что можно свести в конечном итоге к деньгам, к материализму. Хочу достать еще дополнительную карту. Много кубков, будет очень много эмоций, поэтому может быть вот эта сердечная тяжесть, как искаженное восприятие, какая-то путаница к вам может прийти через эмоции. И если мы говорим принцесса кубков, это карта вдохновения. Но и опять же про материализм, про деньги, она тоже имеет символику. Из кубка выглядывает рыбья голова, а это один из символов рыбы – благополучие, денег, получение денег и, возможно, какого-то даже переезда. Потому что рыбы – это перемещение тоже проходит. Поэтому вот три, я бы сказала, составляющие, которые вам нужно объединить. Вопросы личной жизни, и здесь у каждого по-своему. У кого-то, может быть, завершить одиночество и решиться на что-то. Для кого-то это будут касаться
вопросы, опять же, личная жизнь, ну, может быть, уделить внимание собственному здоровью и обратиться к врачам. Для кого-то из вас это возможность переезда, и тогда мы можем говорить о каких-то важных согласованиях, получении документов и, возможно, консультациях у юристов, которые будут необходимы, или какая-то поддержка, может быть, есть какие-то компании, к которых вы можете обращаться, они будут вам помогать готовить документы. То есть к специалистам каким-то вы можете обращаться, как будто это совершенно необходимо. Или что-то, пусть это вы согласовываете. Но есть еще и финансовый вопрос, когда и к деньгам нужно быть тоже очень аккуратному. Совместить вам придется и возвышенное, и земное. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. Помните, на кону ваше солнце. И пусть поначалу что-то идет, но то, что мы не можем спрогнозировать. Но нам нужно продолжать. И я бы сказала, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.